пятый день шторм бросает небольшой плот между гигантскими волнами. На борту 6 смельчаков борются за жизнь. Ветер срывает парус, волны накрывают плот, и он крутится как щепка. Команда еле держится на плаву. Тур Хейердал и его команда оказались посреди шторма в Тихом океане. Их плот скрипел под ногами, и никто не знал, доживут ли они до утра. Но давайте вернемся в начало. Как человек решается на такую безумную авантюру? Какова цена его мечты и как здесь замешан перуанский бог солнца? Привет, меня зовут Ярослав, и сегодня я расскажу вам историю о Кон-Тике. Тур Хейердал, норвежский этнограф и исследователь, родился в 1914 году. В 1937 году он отправился на Маркизские острова в Полинезии и обнаружил множество схожих черт в культуре перуанских индейцев и жителей островов. Это натолкнуло его на выводы, что древние цивилизации могли пересекать океан на примитивных плотах. Многие ученые в те времена утверждали, что Полинезия была заселена с запада мигрантами из Азии. Но Хейердал был уверен, что древние перуанцы могли переплыть океан и добраться до Полинезии на плотах, используя океанические течения, еще задолго до прибытия сюда европейцев. И эта идея вызвала волну критики среди академиков, но Тур не собирался сдаваться. Вы серьезно, Хейердал? Это же безумие! Я уверен, что это было возможно. Вы бы сами рискнули проплыть через Тихий океан? Чтобы доказать свою теорию, Тур решает построить плот из бальсовых бревен, максимально приближенный к тем, которые могли использовать древние перуанцы. Плот длиной 14 метров был сделан из 9 бревен бальсы, связанных веревками. Хейердал не использовал современные инструменты и материалы, никаких гвоздей или заклепок. Инженер, один из участников экспедиции, был в шоке от конструкции этого плавсредства. Тур, послушай, надо усилить конструкцию. Плот не выдержит открытого океана. Давай скрепим бревна проволокой, тогда... Герман, мы будем строить именно так, как древние перуанцы. На плоту также была небольшая хижина из бамбука, где хранились припасы, радиооборудование, а также ночевала команда. Парус и примитивный рулевой механизм. Вот и все техническое оснащение плота, на котором команде предстояло провести больше 100 дней в открытом океане. Вместе с Туром в экспедиции участвуют 5 мужчин, норвежцы и швед. Хейердал собрал команду таких же мечтателей, готовых рискнуть жизнью ради науки. Ну, или, вероятно, у каждого были свои причины. И вот в апреле 1947 года плот Кон-Тики был готов к отплытию. На его парусе Эрик Хессельберг, художник и по совместительству штурман, нарисовал лик бога солнца Тики. Именно изваяние божества, которое Тур обнаружил на островах Полинезии, и натолкнуло исследователя на идею этой экспедиции. Доказать что-то миру или самому себе? Как думаете, что больше толкает человека на безумные или смелые поступки? Можете поставить здесь знак равенства, как вам угодно. В истории Хейердала сошлись обе эти причины. Для него это была не просто экспедиция, а путь личного преодоления. Только представьте, Тур не умел плавать и с детства боялся воды. И с этим набором данных он собрался переплывать Тихий океан на плоту. Да, я бы не удивился, если бы плот пошел ко дну сразу же после спуска на воду, от избытка металла в штанах у Тура Хейердала. А вы когда-нибудь преодолевали ваши страхи? Расскажите об этом в комментариях. Ну, а мы сейчас возвращаемся к истории. Экспедиция вот-вот начнется. В яхт-клуб, с которого стартовал Кон-Тики, пришло много людей. Это событие стало сенсацией, а сама экспедиция получила поддержку правительства Перу и других стран. Без финансовой помощи эта затея была бы невозможна. Однако команде пришлось услышать и множество весьма мрачных прогнозов в момент отплытия. Один из экспертов утверждал, что плот затонет, не пройдя и полпути. Черт меня подери! Ставлю ящик виски, что эта посудина не сможет даже покинуть бухту! Да, в мечтателей обычно никто не верит. Тур взял с собой любительскую кинокамеру, чтобы снимать все этапы экспедиции. Еще у них была небольшая резиновая лодка, чтобы позже запечатлеть плот со стороны.
7-м членом экипажа стал южноамериканский попугай, которого команда окрестила Ларита. И 8-й – краб Юханес. Итак, впереди путь длиной 7000 километров и больше сотни дней наедине с океаном. Плот Кон-Тики, несмотря на то, что и имел примитивный рулевой механизм, почти полностью зависел от течений и ветра. По сути, команда отдавалась на волю стихии, надеясь, что рано или поздно их прибьет к островам Полинезии. Треть скорости плоту давали подводные течения, остальные 2/3 были подарком ветров пассатов. Первые дни на плоту были весьма размерены. Мы жили словно в утопии. Покой, солнце, кругом океан. Кто-то заканчивал свою монографию, другой рисовал или играл на гитаре. Я же учил Лору норвежским ругательствам. Несмотря на солидный припас пищи, не отказывались члены команды и от свежих морских деликатесов. Не волнуйтесь, краб Юханес не пострадал. В Тихом океане обитают летучие рыбы. По ночам они выпрыгивают из воды и планируют над ней. Однако на суше беспомощны. И когда рыбы приземлялись на борт плота, то уже не могли с него выбраться. Утром оставалось лишь выйти со сковородкой и собрать улов. Тур в своих заметках писал: Огромное количество морских обитателей доказывало, что примитивные народы могли долго путешествовать по океану, не беря с собой много припасов. Несколько раз стена хижины из бамбука загоралась во время приготовления пищи на примусе. И можно только догадываться, что чувствовала команда, когда горишь посреди океана на небольшом плоту. Однако воды вокруг было в избытке, и всякий раз плот удавалось потушить. В рационе команды были и куда более экзотичные блюда, например, каша из планктона, по вкусу напоминающая креветки, и даже акулы. Вот что бывает, если оставить 6 мужчин наедине с первобытной стихией. Пробуждаются усыпленные цивилизацией инстинкты. Ведь нельзя сказать, что они испытывали проблемы с пищей. Нет! Им просто хотелось поймать акулу и съесть ее раньше, чем она сожрет кого-то из них. А акулы кружили вокруг плота довольно часто. Эй, гляньте! Это что за махина к нам плывет? Это была китовая акула. Достигая весом 18 тонн, она могла запросто перевернуть плот. Когда чудище в очередной раз проплывало возле плота, один из участников экспедиции, не выдержав, всадил гарпун в гиганта. И пусть после этого китовая акула отступила, все же это был весьма опрометчивый поступок. Бей, беги или замри. А какая у вас реакция, когда страшно? На самом деле мы не в состоянии предположить точно, как поведем себя в той или иной экстремальной ситуации. Порой весьма неожиданно и не только для окружающих, но и даже для самих себя. Часто все нравственные ориентиры, которые человек считал своими, могут вмиг изменить свой вектор, как только настанет момент испытания. Но вернемся к нашей истории. Стремясь показать миру, как выглядит плот, созданный по древним технологиям посреди океана, Тур взял кинокамеру и с еще 2 членами команды отплыл на приличное от плота расстояние. Кадр вышел прекрасный, это я вам как видеооператор говорю. Однако они совершили ошибку, которая могла стать роковой. Лодка начала отдаляться от плота. Кон-Тики развивал немалую скорость, и догнать его на весельной лодке было почти нереально. А плот, в свою очередь, не мог повернуть обратно и плыть против течения. Остаться на небольшой резиновой лодке посреди океана – это почти наверняка смерть. На много километров не было земли, а за все время экспедиции не встречено ни единого корабля. И только когда парус был спущен, скорость плота снизилась, и тем, кто был в лодке, удалось поймать выброшенную с борта веревку. Больше без страховки в океан на лодке не выходили. За экспедицией Кон-Тики наблюдал весь мир и ждал сообщений с плота. Долгое время команда находилась в зоне радиомолчания. Горы Анды перекрывали сигнал. Чтобы его усилить, радист Кнут Хёгланд запустил воздушный шар с антенной, но любимица команды Лора перекусила провод, после чего шар улетел. Однако позже удалось наладить связь с радиолюбителем из Лос-Анджелеса, и на 45-й день плавания было передано сообщение. На связи Кон-Тики. Мы достигли середины Тихого океана. Повторяю, мы достигли середины Тихого океана.
Пройденное расстояние было как от Осло до Северного полюса, а до ближайшей суши было 3750 километров. К этому времени попугай Лора, знавшая в начале экспедиции всего пару слов на испанском, заговорила с норвежским акцентом. Тихий океан. Это название звучит как одна большая недобрая шутка. Имя океану дал Фернан Магеллан, который в 1520 году пересек его, не попав ни в один шторм. Это было просто везение. Как выяснилось позднее, в Тихом океане чаще, чем в любом другом месте планеты, происходят тайфуны, землетрясения, извержения вулканов. Об этом, конечно, знала команда Кон-Тики, и встреча со стихией была лишь вопросом времени. Время настало во второй половине пути. Буря длилась 5 дней подряд. Не сохранилось документальных кадров. Членам экипажа в эти дни было не до съемок. На 60-й день экспедиции пропала попугай Лора. Ее забрали волны. Во время шторма был сломан парус, рулевое весло, а бревна, удерживающие плот, начали расходиться прямо под ногами борющихся со стихией. Палуба была разрушена. Но все же команде удалось более-менее ее починить, и они продолжили свой опасный путь. Август 1947 года. Том, радиолюбитель из Новой Зеландии, заварил крепкий черный чай и отправился, как обычно, в плавание по волнам эфира. В этот день он получил самое шокирующее в своей жизни сообщение. Сквозь грохочущие звуки волн, вовсе не невидимых, он услышал надрывающийся голос. На связи Кон-Тики. Мы в скором времени разобьемся о коралловые рифы. Если мы не подадим о себе никаких сигналов, в ближайшие 36 часов сообщите послу в Норвегии и Вашингтоне, что мы погибли. Осталось 50 метров. Ладно, понеслась. Прощайте. Радист отключил передатчик и выполз на палубу к остальным. Сила природы, до этого момента ведущая прямо к цели, обернулась против них. Течение несло плот на коралловый риф, рискуя разбить его в щепки. Финал этой истории мог стать отнюдь несчастливым, когда команда находилась на самом пороге своей цели и уверенно постучала в дверь. Это самое страшное событие за все путешествие. Гребень волны стал подниматься за плотом, как стена. Казалось, что это конец. Затем волна кинула нас на буруны. 13-й бурун был настолько силен, что закинул плот на рифы. И когда волна отошла, плот остался на самой его верхушке. И тогда стихло. «Эй, все целые!» После этого Кон-Тики превратился в развалину. Супертвердое дерево, из которого была сделана мачта, сломалось как спичка. Хижина расплющилась, бамбуковая палуба была скомкана, как бумажный пакет. Царил хаос. Однако под всем этим беспорядком 9 бальсовых бревен остались целыми. Они выдержали давление океана на протяжении 101 дня. Что чувствовали участники экспедиции, когда впервые за 101 день они вступили на твердую землю, сказать сложно. И все же это была победа, которая стала весомым аргументом в теории Хейердала о том, что древние цивилизации могли пересечь океан на плоту. Кстати, перуанский краб Йоханнес достиг островов вместе с командой и, быть может, основал там новую колонию крабов. Радист оживил промокшее радио, и до того момента, как истекли 36 часов, он передал сообщение, что все целы. Вскоре за командой приплыли аборигены с соседних островов Полинезии. Позже любительские съемки тура Хейердала легли в основу документального фильма, за который он получил Оскара. Я думаю, в некотором смысле это был первый в истории экстремальный тревел-влог. А книга Хейердала о путешествии на Кон-Тики разошлась по всему миру миллионными тиражами. Зачем тур Хейердала отправился в это опасное путешествие, рискуя жизнью? Неужели доказать свою теорию было важнее собственной жизни? Или это была жажда приключений, или стремление оставить след в истории? Я думаю, по-другому. Есть люди, которые либо горят какой-то идеей, целью, либо начинают гореть изнутри. И это чувство разрушительнее шторма посреди Тихого океана. Именно это людей толкает на такие, казалось бы, безумные поступки. После экспедиции Кон-Тики тур Хейердал прожил длинную, полную открытий и приключений жизнь.
А последняя его экспедиция была в Ростовскую область. Тур хотел найти здесь доказательства теории о южных истоках предков нынешних норвежцев, викингов. И пусть эту экспедицию он завершить не успел, можно с уверенностью сказать, что Тур Хейердал за одну свою человеческую жизнь прожил словно 100. Всем бы нам так, верно? Так что не сидите на месте, исследуйте, путешествуйте. И скажите, что вас останавливало до сих пор? Границы никогда не видел их, но слышал, что они существуют в умах большинства людей. Под океаном волны гудя, плывет по просторам плот наш вперед. Мы шли за мечтой и за своей судьбой. Смелость и вера — наш вечный прибой. Контики плывет, словно сон наяву, через шторм и прибой, через стужу и тьму. Верю в природу, ее зов мы слышим, и доказать хотим древний миф.